Дорогие друзья, всем привет! Сегодня на канале Food Court новое видео. Я покажу вам рецепт приготовления сыровяленой свиной вырезки. Бастурма. Классическая бастурма, конечно, готовится из говядины, из говяжьей вырезки. Но, в принципе, свиная вырезка – это тоже идеальный продукт для того, чтобы сделать из нее сыровял. В обычном домашнем холодильнике вы можете приготовить своими руками вот такой деликатес. Невероятно вкусная, ароматная обмазка. В этом видео я покажу вам рецепт, подробный состав этого чуда. Посмотрите это видео до конца. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. А я начинаю готовить. Свиная вырезка. Будем делать бастурму. Здесь 2 килограмма. Вот такие филе. Предварительный посол в вакууме. Будем солить ее 7 дней. Посолочная смесь. 27 грамм нитритной соли. Содержание нитрита натрия 0,6%. 54 грамма на 2 килограмма соли. Значит, здесь сахар 2 грамма на килограмм. И полграмма аскорбата натрия, антиокислитель жира. Я равномерно вношу посолочную смесь, натираю каждый кусочек вырезки, тщательно втираю соль. И теперь это все завакуумировав, в вакуумный пакет, откачал воздух и отправлю в холодильник на 10 дней на предварительный посол. Температура в холодильнике где-то плюс 2-4 градуса. Ну и мы встретимся через 10 дней, друзья. Для вас прошло пару секунд, а у меня 10 дней. Свиная вырезка просолилась, практически вся влага впиталась. В вакууме предварительный посол проходит идеально. Цвет стал такой ярко-красный, насыщенный. Посмотрите, идеальная заготовка для того, чтобы сделать прекрасный сыровяленый продукт. Чуть-чуть протираю салфеткой оставшуюся влагу. После предварительного посола этап прессования. Вот такое нехитрое устройство у меня для прессования изделий из мяса, рыбы, обычные разделочные досточки. Просверлил 4 дырочки, взял болты с гайками, укладываю свиную вырезку на салфетку тканевую, чтобы при прессовании, когда выделяется влага, она смогла впитаться в эту салфетку. Накрываю второй салфеткой, ставлю крышку вторую, прижимную. Все это фиксирую, максимально плотно сжимаю. Нагрузка здесь достаточно серьезная. И отправлю в холодильник на пару суток при температуре 2-4 градуса. Итак, друзья, еще пару суток позади. Я извлек из холодильника эту конструкцию, разобрал ее. И теперь мы посмотрим, что получилось в результате прессования. Смотрите, влаги выделилось достаточно много. Свиная вырезка немножко поменяла цвет, она стала более темная. Консистенция такая более упругая, жесткая. Структура мяса явно изменилась за 2 суток прессования. Итак, дорогие друзья, пришло время приготовить так называемую обмазку для бастурмы из свиной вырезки. В составе этого набора специй в основе это паприка, сладкая паприка подкопченая. У меня еще есть запас настоящей подкопченой паприки.
венгерской. Одна из самых лучших паприк в мире. Значит, здесь 100 грамм паприки и 100 грамм чамана. Чаман — это корень пажитника голубого, который сухой, перемолотый. Его тоже 100 грамм. Вот это вот основа замазки для бастурмы. Ну и в качестве вкусового набора я взял сухой чеснок. Да, я взял его 40 грамм здесь. Взял кориандр сухой молотый 40 грамм. Взял острый красный перец 10 грамм. И взял я хмели сунели, потому что в ее составе есть молотый лавровый лист. Вот именно поэтому я добавил еще 10 грамм хмели сунели. Плюс я добавил 10 грамм черного молотого перца для остроты. Вот таким вот сейчас набором специй я сделаю эту обмазку. На первом этапе я ее запарю кипятком, разведу до состояния густой сметаны и оставлю на пару часов настояться и остыть. А потом я буду делать обмазку бастурмы. Вот такой я возьму сотейник. Вот сюда это все пересыпаю. Еще раз хорошенько все. Я думаю, этого количества будет достаточно, даже слишком, для того, чтобы сделать обмазку 4 кусочков бастурмы, 4 вырезки у меня. Где-то в среднем они были по 500 грамм. Вот я взял 350 миллилитров горячей воды, порядка температура 90 градусов. Кипяток не нужен, но 90 градусов за 2 часа в таком вот сотейнике, притертой крышкой, я еще его оберну это полотенцем, чтобы оно запарилось и настоялось, чтобы специи раскрылись. И я частями добавляю, начинаю размешивать. На глаз мне нужно получить консистенцию густой сметаны. Я думаю, что 350 миллилитров мне будет маловато. Запах стоит невероятный. Грамм 50 я, наверное, еще добавлю воды. Так, я добавил еще, получается 100 грамм, то есть в итоге у меня получилось, я думаю, что этого будет как раз достаточно. Оно еще разбухнет в процессе запаривания. Я думаю, что будет отлично. Ну вот, в принципе, и все, замес закончен. Теперь я это все закрою крышкой и заверну в несколько полотенец. Оставлю на пару часов для того, чтобы замазка запарилась. В это время свиная вырезка немножко у меня подсохла при комнатной температуре. И теперь я начну ее обрабатывать. Вот такой вот я взял антисептик, антибактериальное средство. Подойдет любой крепкий напиток. Ну, выше 40 градусов будет нормально. Ну, а теперь на этом этапе я буду упаковывать свиную вырезку в замазку. Вот таким методом я это делаю. Я взял кусочек листик пергаментной бумаги, смазал его чуть-чуть растительным маслом. Взял примерно 1/4 часть вот той замазки, которая у меня, наверное, часа 3 с лишним запаривалась. А в это время подсушивалась у меня свиная вырезка после обработки антисептиком. Вот таким шпателем я размазываю тонким слоем замазку по пергаменту. Чуть-чуть смазываю снова, добавляю растительное масло. Растительное масло играет очень важную роль. Оно помогает впитаться специям в структуру мяса. И вот таким вот легким движением руки свиная вырезка упаковывается и превращается в очень изысканный красивый продукт. Но пока еще полуфабрикат.
Есть разные способы нанесения замазки. Вы можете это сделать так, как вам будет удобно. Но мне вот нравится вот такой. Замазка распределяется равномерно. Все это плотно прижимается. На это уходит не очень много времени. Удобно работать со шпателем. Вот тут именно важна консистенция запаренной замазки. Она такая мягкая, податливая, липкая, как пластилин. Очень удобно с ней работать. Работа эта кропотливая, требует некоторого усердия и времени, но в результате вы получаете идеальный готовый полуфабрикат. Я чуть-чуть смочил руку водой, для того, чтобы уже выровнять до практически идеального состояния ровного поверхность. Таким образом, я упаковываю бастурму уже много лет. Можно этим не заморачиваться. Ну вот я такой вот долбанный перфекционист. Люблю, чтобы все было гладенько, ровненько, аккуратненько. Вот посмотрите, что получается в результате использования такого метода обмазки. Вот таким образом я упаковал все 4 свиных вырезки, и теперь они отправятся на потерю веса в холодильник при температуре, где-то у меня там будет в этом холодильнике 6-8 градусов, влажность примерно 75%. Я сейчас взвешиваю и запишу вес каждой вырезки. Раз в неделю буду делать контрольное взвешивание. Моя задача, чтобы эта бастурма потеряла в весе 35-38%, и она будет готова. Ну что, друзья, снова для вас прошло пару секунд, а у меня 21 день, 3 недели. Я так думаю, что пришло время провести контрольное взвешивание. Так, ну, судя по весу, потеря составила 35-36% каждого кусочка бастурмы, каждой вырезки. Я думаю, что этого будет достаточно. Сейчас я ее разрежу, посмотрю, что там с закалом, ну и отправлю еще на созревание в вакуум, может быть, на 7-10 дней. Да, режется бастурма очень жестко. Да, закал присутствует. Но это нормальная ситуация, когда в холодильнике нет идеальных условий, прыгает температура, прыгает влажность. Хотя диаметр небольшой этого изделия, но тем не менее это все сейчас можно будет исправить в вакууме. Конечно, хоть это и не окончательный готовый продукт, но попробовать я его, конечно, не утерпел. Пахнет он невероятно аппетитно. Вот консистенция идеального сыровяленого продукта. Судя по сухости вот этой обмазки, влажности действительно не хватало. Но ничего, сейчас на недельку я это все запакую в вакуум, и мы через 7-10 дней вернемся и попробуем, что получилось на самом деле в результате. Итак, позади еще одна неделя. Бастурма отлежала в вакууме в холодильнике.
Там температура где-то порядка 4-6 градусов, но и пришло время ее продегустировать уже по-настоящему. В вакууме влага перераспределилась. Это чувствуется по обмазке. Она стала более влажная, не такая сухая. Разрез упругий, но такой более мягкий. Ну, закал чуть-чуть остался. Состояние обмазки совершенно другое. Боже, какой у нее запах! Вы не представляете. Полный рот слюней. Надо срочно бежать за пивом и уже так продегустировать, как положено, по-взрослому. Боже, какой аромат! Специи, конечно, сделали свое дело. Диаметр свиной вырезки небольшой, она впитала в себя весь букет специй. Конечно, это не классическая бастурма из говядины, но и свиная вырезка в такой пряной упаковке имеет право жить. Друзья, если вам понравился этот рецепт сыровяленой свиной вырезки вот в этой пряной обмазке, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, вы всегда будете получать первыми уведомления о всех новых рецептах на моем канале. До новых встреч, дорогие друзья!